вырос. От такого урожая даже веревку, проволоку срывает. Да, тут очень много, все такие большие висят. Ой. Давай. Давай. Плывем. Два. Давай вместе. Давай не хочу там сидеть. Давай вместе будем пешком. Всем привет, дорогие друзья! Мы начинаем новую серию. Уже вечер. Мы немножко позанимаемся сегодня крышей. Яна немножко позанимается огородом. Нужно такие доделать незаконченные дела. Я вчера, когда красил краскопультом, вот над домиком возле поликарбоната я не прокрашивал. Потому что сильный распыл, большое давление, и я бы тут очень сильно бы испортил поликарбонат. Поэтому сейчас в руки кисточка, и вот так вот я все подкрашу. Высохнет, будет одинакового цвета все. Сейчас нужно определиться, сколько сантиметров сделать нахлёст. Вот это 20 от доски. Всего получается будет от беседки 38. Я думаю, нормально. Хватит столько, правда? Да. Но
Давай попробуем возле турника. Здесь сложная конструкция получается, потому что турник вот между доской, между беседкой зашел. Но тут он будет вот так вот зашит, как бы он будет, получается, снаружи беседки. Но тут нужно будет немножко придумать с крышей нахлест делать. Но если я тут сделаю 20 сантиметров, вот так, турник не будет мешать. Точнее, крыша. Нет. Будет. Ничего не будет. Не мешает же. Ты предупреждал, что ты будешь кувыркаться тут. А? Предупреждал бы нас, что ты будешь тут кувыркаться. Поэтому, ну, 15 может сделать. Вот если 15, допустим, вот так. Вот так вот сейчас. Ну, 15 лучше делай. Хватит, да? Да. Да. Супер. Че это сюда несешь? У тебя что, места нет уже? Дома закончилось, конечно. Место нам закончилось? Ну, Как так? Чего же там целая кладовка? она занята всяким разным. И подписчики были такие комментарии, а вы что, это все выпиваете? Или съедаете. Или съедаете? Или для Выпиваем? контента делаем. Выпиваем это 100%. Не мы, а Николь одна. Только выпивает. Поэтому, если бы мы еще пили, это в 3 раза больше надо было закатывать. А ты еще бушкеты компоты закатывать? Да. Какие? Ну, ежевика, малина там. А Не ты знаю. что-то с киви хотела? Крыжовник. Надо киви покупать. Будешь? Варенье делать. Ну, и не знаю, посмотрим. У нас так хорошо, много прям накрасилось крыжовником. Я не знаю, что с ним делать. Закатывали мы как-то компот и делали мохито, ну не очень нам, да? И Николь, ну, вкусно, но чтобы прям вау, нет. И я высмотрела в интернете варенье крыжовник плюс киви. Мне кажется, будет вкусно. Ну, попробовать надо. Напишите, может, кто-то делал. Я не знаю. Надо, наверное, попробовать. Хотя бы чуть-чуть. Угу. Ну, вот смотри, бывает в магазинах продается мороженое киви с крыжовником. Всегда такое сочетание. Я думаю, что будет вкусно. Поэтому стоит, и там разные. То порежьте мелко
то перекрутите. В общем, я не знаю, как делать. Может, кто-то подскажет, как будет вкуснее. Да мы сделаем. Подошла, тут огурцов выросла. Во-первых, надо огурцы полить сейчас. А во-вторых, надо с ними что-то делать. И что я решила? Сейчас такие чуть побольше посрываю, те трогать не буду. И хочу сделать бургер-шоны. Мы делали с вами, но мне много людей написало сделать с яблочным уксусом. И сегодня вот я купила яблочный уксус. Почему? Сказали, будут они нежнее. Вот так написали, что они будут нежнее. Мне очень прям стало интересно, потому что нам они очень понравились. Они такие вот прям подойдут просто для шаурмы, пиццы, Да для и просто бургеров. очень вкусные. И просто они очень вкусные. Вот осталось чуть-чуть, и получается мы кушали. Но мне очень интересно с яблочным уксусом. Ну, раз уже такое дело, уже и вечереет, это быстро. Сейчас нарежем, оставим на 2 часа. И там буквально 3 минуты, и я закатала. Поэтому почему бы и нет. Сейчас максимально такие побольше сорвем. Все остальное пускай висит. Пришли посмотреть патиссоны. Ну, урожай не прям огромный, но он как бы есть. Вот. И что с этим делать, я не знаю. Его немного. Долго думал и гадал я, как мне здесь решить эту проблему с турником. И все-таки сошелся к тому, что нужно его срезать. И придется делать где-то в другом месте.
Не помню, я рассказывал или нет. Крышу мы кроем кровельным листом андулин. Это материал из спрессованных целлюлозных волокон, пропитанный битумом, защитными смолами всякими. Он мягкий, вот такой вот он, легенький листик. Единственное, что неудобно, это вот берется битум, смола на перчатке, где-то так, немножко липковато. А так, легок в монтировании, в переносе. Ну, в принципе, я с таким материалом тоже работаю впервые, но мне, если честно, понравилось. Легко на высоте работать, не так, как я шифер там таскал, когда делал дровник на хуторе. А здесь все удобно, все легко, все в порядке, бьется хорошо. Крепится вот такими вот специальными кровельными гвоздями для андулина. Вот такие вот шляпки здесь, они тоже пластиковые, которые закрывают пробитое отверстие в кровле. Одна сторона уже накрыта. С этой стороны лист нужно сантиметров 40 обрезать. И останется вот такой вот, какой правильно, конек защитный, межкровельный. Тоже он прибивается, монтируется. И с крышей мы закончим. Приехали мы на хутор. Даже немножко порастраивались. Что-то много всяких событий произошло. Ветка практически сломалась с яблоками. Либо подпереть, либо что. Оборвались у меня что-то огурцы, наша леска. Что тут произошло, вообще неизвестно. Сухо. У нас сегодня в деревне утром шел ливень. Прям. Ну, хороший дождь. Мы приехали, здесь сухо. Я еще думала, выбирать чеснок, не выбирать с луком. А тут однозначно выбирать. Уже чеснок. Все, уже чеснок прям видно по стеблям, что он готов. В общем, огород не политый. Кабачки, листы повесили. Да? Немножко разочаровалась. Огурцы висят вот такие большие. В общем, работы предостаточно, я так хочу сказать. Сейчас будем заниматься огородом. Не знаю, что мы еще будем делать, но будем заниматься сейчас огородом. Итак, вот такая вот у нас история по приезду. Плохо? Надо жить тут каждый день. Вот мы в деревне живем каждый день, да? Мы с тобой в хоп, у нас все всегда под контролем. А здесь не приезжаешь 2-3 дня, и все. Происходят чудеса. Вот такое у нас тыквенное поле. Интересовались. Тут что-то в начале вообще идеально зелени растет, все заглушилось. Ну а там дальше у нас посажены сладкие у нас тыквы. Вот они вообще заросли. Ну там тоже далеко все почему-то заросло. Почему здесь не заросло, что-то мы не понимаем. И вот эти тыквы, которые мы на цукаты посадили, смотрите, они какие маленькие. А там ранее мы показывали, это обычные такие кормовые для животных. Но отличие колоссальное идет. От такого урожая даже веревку, проволоку срывает. Да, тут очень много, все-таки большие висят. Они за пару дней выросли. Мы не ехали, думаем, ладно, в деревне ничего не растет, тут тоже ничего не растет, чуть-чуть, пускай побольше вырастут. Выросли. А тут даже дождей не было. Дома где-то что-то там покапает, подольет сегодня, а тут вообще просто сушь. Угу.
Я просто не ожидала, что так будет. Вот это сорт Шоша. Посмотрите, сколько на одном просто стебле наросло огурцов. Я срывала в прошлый раз, вы уже видели. Просто до малюсеньких. За 4 дня, да? Угу. За 4 дня наросли вот такие вот огурцы. Я просто не ожидала. Тут просто все ломится, все ломается, все стелется. Потому что тепличка. Бедные огурчики мои. Я не знаю, как их тут привести в порядок. А еще ж я ж пасынки оставляла вот эти. Ну вот, смотри. С одного стебля. Центрального. Пожалуйста. Целая гора огурцов. Вот таких вот уже больших. Я просто их спасаю, они ждут меня, они ждут, чтобы мы их полили, но сейчас я их немножко вот прикопошу и будем поливать. Я уже почти целый кош собрала, я выбрала, ну не знаю, ну кустов, до 10. Целый кошек почти. Мы просто в этом году вот решили попробовать и сравнить, да, как будет в деревне без теплицы на открытом грунте и вот как в теплице. И вывод какой? Лучше вот посадить чуть-чуть в теплице, правильно? И ранний урожай, и постоянно урожай будет, тепло, холодно, неважно. Все равно они растут. И заметьте, И подольше они сохранятся. и тут мы намного позже посадили. Намного позже. И собираем больше. Больше и, наверное, в одно и то же время начали. Да. Плюс-минус, Поэтому лучше одну тепличку иметь, вот такой вот маленький такой парничок, чем разрываться на 2 грядки. Там 2 недели почти огурцы не росли. Вот, пожалуйста, сравнение. Этот год у нас идет год сравнения. Все хотят, все пишут. И да, по факту с лодкой не сильно и много работы. Посмотрел, почитал умных людей, которые пишут статьи, которые постоянно эксплуатируют деревянные лодки. И по факту, для того, чтобы лодку постоянно поддерживать в нормальном, хорошем состоянии, нужно всего лишь 2 средства, 2 материала, назовем это так. Сейчас я расскажу, какие. Бюджетный, для того, чтобы не тратить очень много средств. Первое, что нужно, понятно, очистить, отмыть это все, потом все швы промазать, хорошенько промазать, прям универсальным полиуретановым герметиком. Это пишут, 50% лодочников
даже и металлических используют именно вот этот вот герметик, потому что высокая эластичность, прочность, долговечность, высокие температуры минус 40 плюс 90, поэтому это номер один. И потом, когда это все дело засохнет, замазать хорошенько, все промазать мастикой, и все. И на следующий год проверять ее, течет, значит переделать, не течет, значит просто мастикой промазать, где-то чуть герметиком там подмазать в явных таких местах и все, и забыть. А у нас тут ни герметика, ни мастики, Просто смола. совсем чуть-чуть, просто по швам с наружной стороны, там где вот она стоит в воде, просто смола, и все. И то такой щадящий слой просто. Ни вот стыки вот эти вот, нигде ничего не промазано. Знаешь, что я сейчас дома? Вообще ничем. Лучше бы ты сам лодку делал. Еще бы лучше сделал. Ну, так, ну, да, это не какая-то вот несложная такая Ну. конструкция получилась. Поэтому, ну, тут работы уже достаточно много. Она сейчас высохла, сейчас все щели раскрылись. Я сейчас затолкаю везде герметик максимально. Потом стяну чуть-чуть ее, но вообще пишут, даже стягивать ничего не надо, вот эти вот швы. Потом под влагой оно само все разбухнет, сдавит. Ну посмотрим. И все, и будем дальше на ней плавать, ловить наши трофеи лесные. Смотрели Дикие. в этом году щуку или нет? В прошлом году было хороший. Ой-ой-ой, стой, подруга. Что-то, я не знаю, что-то не очень маленькое, наверное. Потому что зашла она в эту траву, и она так хорошо бьется. Где ты? Вот мы ее достали. Друзья, это трофей. Это трофей. Я таких еще никогда не ловил. Смотрите, какой слон. Стой. Очень сильно вода падает в озеро. Нигде не ловится. Реки огромные, Припяти, вот просто все пересыхает. Что происходит? Скоро рыба сама будет просить, заберите меня. Такой напор, как с керчера. Ну, Без керчера не нужен нам. Сломала вилы своим урожаем чеснока. Представляете, какой там? Я так издалека вижу. Боюсь, что бабушка скажет, что все грядки насечет в чеснок. что? Тут один зубчик, как у нас в деревне, целая луковица. Да ну. Да, смотри. Ну, будем все в деревне чистить, тут не будем сидеть. Обалдеть. На мою руку. Смотрите, мы оставляли одну стрелку. По сути, стрелка у нас встала хорошо, но она должна была еще лопнуть. Чего стали выбирать чеснок, она не лопнула, но вот-вот. Мама выбирала
тетя выбирала, мы в деревне уже выбирали. И что я? Я вообще, побоялась, чтобы он не лопнул. Получается, лопнет, храниться не будет головка. Поэтому мы будем вырывать. Что будем делать? Ну да. Я думаю, что будем вырывать. Я думаю, что он больше уже не вырастет. Мало ли еще портиться начнет. Начнет портиться, могут начаться дожди, а может наоборот жара. Все, в основном даже многие не смотрят вот это вот, не оставляют, а просто листы сухие, есть нижние, все типа чеснок готов. Ну, если передержим, потом пожалеем гораздо, потому что он полопается. Мы будем собирать, я довольна. Чистится хорошо, но единственное, вот, знаешь, тут как будто бы глина какая-то в нем. Такое непонятное что-то. Где-то грязь, где-то краска стирается, а где-то как будто глина. И вот, кстати, насчет этой краски, такая краска непонятная, как будто бы защитно-декоративная. Ну, то есть она так не то что кусочками, а просто стирается и все. Либо очень тонкий слой. Непонятно. Но чистится в принципе хорошо, поэтому это хорошо. Я очень удивлена, какой у нас вырос чеснок.
Хороший такой. Что большой. Целый тазик, походу, будет. Почти. Ну вот, как я и говорила. Кабачков должно быть столько, что надо будет делиться с соседями. Думать, куда их девать. Потихоньку начинаем собираться, потому что идет какая-то очень черная туча. Небо просто... Ой, дождь начинается. Все, собираемся. Вообще, смотрите, какой Таз. огромный, все не влезло, тяжелый. Неси. Вот это чеснок. Я в шоке, если честно. Я наговорила, что может быть большой урожай, но не настолько. Помимо чеснока у нас вышло целое лука. Ну, лука у нас было мало. Кто с нами с той посадки, зима была холодная, скорее всего, что он сгнил, потому что здесь мы сажали лук на зиму. Вот, поэтому урожай такой как бы скудноватый. Хотелось бы, конечно, побольше. Целый кош огурцов, ну и гора наших кабачков. Молоденькие взяли кушать. Чуть побольше, не знаю, наверное, приготовим еще кетчуп. В общем, найдем всему применение. Собираем урожай, даже некуда собирать. Надо еще один таз покупать. Я ж не думала, что тут столько кабачков. Тазик. Лодкой я тоже успел. Все почистил везде. Всю смолу, которая отколупывается, отколупал. Ну, в общем, полностью подготовил уже перед тем, как ей заниматься. В следующий раз герметик, мастика, может где-то чем-нибудь затолкать всякие швы, но я думаю, что герметик с этим справится. И тут есть такие болтики, ими можно немножко будет лодку поджать. А так критичного я ничего не увидел. Почему она набирала воды? Она набирала воды вот ровно вот посюда. Потому что вот этот борт от этого отслоился. Получается, его расперло льдом. И вот этот отошел. Ну так и там низ отошел. Это он просто рассохся. Он этого сейчас отошел. Он потом опять сойдется. А так она вся полностью была целая. Поэтому как бы критичного ничего нет. И работы по ней по факту не очень много. Надеюсь, что скоро мы ее спустим на воду снова. Не знаю, хотя бы так обутрем. Ну, она основа уже держится. Ну, Только я пробую вообще. нет. Они еще зеленые, невкусные, наверное. Они невкусные. Будет. Нет. Невкусно.
Я не разбираюсь в яблоках. Ну. Каштель она белая? Да, это не каштеля. С красным Не бычком. каштеля. Это типа красного налива что-то. Наверное. Как будто бы по вкусу. Просто уже вкус яблока есть, Красный налив есть такое яблоко? но кислый. Красный налив, а белый налив. Да. В общем, короче, яблоко. Такое красное. Ну, не знаю, как называется. Вот прям красное такое яблоко. Оно небольшое и вот красное. А есть красный налив. Вот он. Пока мы были на хуторе, бабушка сорвала какую-то часть крыжовника. Все-таки, я тут спрашиваю, а уже делаю, я решила на пробу сделать. Из 2 килограммов крыжовника будем делать варенье. Будет пробное. Вот, поэтому посмотрим. Но вы все равно пишите, может какие-нибудь еще с крыжовником вкусные варенья. Может не только с киви, может еще с чем-то можно сделать. Хочется поэкспериментировать. Просто с крыжовника мы когда-то делали варенье, поэтому это уже не интересно. Надо что-то новенькое, правда? Все, засыпали мы сахаром нужное количество и оставляем, ну, на час это точно. Так, пойдем заниматься дальше. Огурцы мы залили, чеснок принесли. Сейчас бабушка будет помогать нам разбираться с нашим чесноком. И будем что-то делать с огурцами. Огурцы большие, уж извините, так получилось. Мы не думали. Но есть еще и маленькие, поэтому, может, тут еще же в деревне сорвем. Может, намаринованные будут. Но остальные придется делать бочковыми снова.
корни, як дерево. Корнева система. Баба не може справитися, дід допомагає бабі. Отдельно от бабы же. Потому что работа. Больше не надо. Шматок сала с чесночком. Я когда-то такую головку, когда был молодой, за раз съедал. Молодого, помнишь? Сало. Кугрядки виїсть молодого. Сало. Так і Ну, он було. сейчас сочный. А от зараз не їсть. От тільки починає чесник і все, вже давай йому. І повириваю кугрядки. А зараз не їсть. Надо где-то исправляться. Як все равно это, Прическа. какое-то дерево. Ох, и корневая система крепкая. Поэтому он вырос такой. Очень крепкий. Видишь? О. А то вона ножом мучиться. Секатором. Дешевым, за 3 рубля. Супер секатор. Як це не годиться, після буде мокрий. Запалітки не буде. Після виходних буде цю заб'ю і можна буде таку на ніч. Бачиш? Не сховає баба. Заболить дід бабу. Так, 5 рублей гони. Свилає вона там вся. Стрику чеснок Гнилая? красивый. Ты Ну, что, пробовала? пробували. Красивый, красивый. Пальчики на стене замазаны. Все от чеснока. Пахнет, как сейчас это нос про... Це ж треба було далі ось гайморит штанів кричить. робити. Не полезу. Скользко после дождя. Все, друзья, осталось вот будет закрепить только конек. Две стороны крыши накрыто, закреплено все хорошенько, все ровненько, красивенько. Единственное, что вот остался вот этот конек. Вот такие вот кусочки андулина остались. Это то, что отрезалось лишнее с этой стороны. Получается лист 1,60 м. 40 сантиметров отрезалось. Ну вот так вот получается. Нужно думать, какой здесь будет цвет. Наверное, что-то нужно будет придумать необычное. Но главное, задача уже сделана.
останется только конек. Но это уже, друзья, завтра, если будет сухо, потому что можно все сломать, не успев начать пользоваться этим. С детским домиком, кстати, вот такой вот переход. Есть нахлест, нужно гвоздики поврезать. Сюда ничего затекать, попадать не будет. Все, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Вы же сами видели, чем мы занимались. Подпишитесь, поставьте лайк, напишите нам комментарий. А мы вас безгранично всех любим, всех обнимаем. Всем пока, до новых встреч.